Привет, друзья! Сегодня в моем видео я расскажу о своем новом принтере Нептун 4. На YouTube уже много видео с распаковкой и обзором данного принтера. Поэтому сегодня я расскажу вам о его практическом применении в домашней мастерской. Сегодня я с помощью принтера спроектирую и соберу небольшой лабораторный блок питания. А как вы знаете, очередной лабораторный блок питания в хозяйстве никогда не бывает лишним. Также я покажу примеры печати в филаментном PG на скорости 200 мм в секунду. В конце видео я также выложу фотографии платы управления принтером. Если вам это интересно, присоединяйтесь. Также не забываем ставить лайки и писать комментарии. Приятного просмотра вам! Собирать свой блок питания буду из готовых компонентов. Китайский модуль, купленный на AliExpress. Брал я его со скидкой за $8. Радиатор был плохо прикрученный и без термопасты. Заявленную выходную мощность он еле вытягивает и сильно греется. Я установлю на него вентилятор. В качестве источника питания будет использован блок питания от старого ноутбука. Заявленная мощность 90 Вт. Это с запасом покрывает мои потребности. Я думаю, он даже греться не будет. В своих запасах я обнаружил два вентилятора на 12 вольт. Я их запитаю через понижайку. А также два хороших клеммника под бананы. Большой выключатель с подсветкой. Также я установлю вот такой аудиоразъем. В него удобно быстро вставлять и вынимать провода. Корпус я буду печатать на своем новом принтере Нептун 4. Проектировать корпус мне поможет скрипт. Его я нашел на Thingiverse. Внизу я оставлю ссылочку на него. Данный скрипт позволяет проектировать корпуса любого размера под свои задачи. В нем можно менять все параметры корпуса. Наличие бабышек, размер бабышек, расстояние между бабышками, наличие или отсутствие вентиляционных решеток, а также можно спроектировать переднюю или заднюю панель. Печатать детали корпуса я буду красным и черным PG. Температура 230, стол 80 градусов и скорость 200 мм в секунду. Для печати понадобилось всего 3 часа. На старом принтере это заняло бы вдвое больше. Переднюю и заднюю панель я буду проектировать во Fusion 360. Занимает это меньше времени, чем в скрипте, да и возможностей больше. Без косяков не обошлось. Переднюю панель пришлось перепечатывать, так как я допустил ошибки. Это промежуточная плата. На ней будет крепиться блок питания и вентилятор охлаждения модуля. Крепиться она будет с помощью саморезов к бабышкам корпуса. Все внутренние детали печатал с красного PG. Так как он у меня не ходовой, одевать его куда-то надо. Заднюю панель мне тоже пришлось перепечатывать. Это уже финальная версия с изменениями. Здесь внесены изменения по размерам, а также я изменил крепление вентилятора. А это уже готовые панели. Верхняя и нижняя, они абсолютно симметричны. Только на нижнюю добавлены бабышки для крепления промежуточной платы. Также уже напечаталась промежуточная плата и держатель блока питания. Нижняя и верхняя панель тоже готовы. Это нижняя панель. Качество вы можете видеть. И верхняя панель. Это первая версия с ошибками. Новую модель уже исправленную я покажу дальше. При проектировании верхней панели я допустил неточности. Несимметрично расположил отверстие и забыл спроектировать прорезь для контактов. Это задняя панель первой версии. Здесь я неправильно указал толщину стенки. Также я решил изменить крепление вентилятора. Изначально он должен был крепиться 4 винтами. Раз мне пришлось перепечатывать панель, я решил внести изменения в конструкцию. Верхнюю панель я печатал первой. Заполнение стояло 20%. И крышка не успевала застывать, она просто проваливалась. Поэтому поверхность стала такая, вся в пупырках. В новой версии я добавил заполнение до 45%, и все напечаталось отлично. Это печатается передняя крышка, новая модель. Температура 230, стол 80, заполнение 45%. Я сейчас включу звук, чтобы вы слышали, с какой громкостью работает принтер на фоне работающего телевизора.
Принтер допечатал. Это задняя панель последней версии. Качество вы можете видеть сами. Как по мне, то для технички очень хорошее качество. Выключатель садится на место плотненько, с щелчком, не выпадает. Новое крепление вентилятора мне также больше нравится, чем на винтах. Такое крепление проще и смотрится эстетичней. Нужно пользоваться всеми преимуществами 3D-печати. Задние вентиляционные решетки я заклеил заглушками. Воздух будет засасываться вентилятором сзади, а выходить спереди через передние решетки. То же самое я проделал и со второй половинкой корпуса. Спаял я переднюю панель. Получилось довольно симпатично и аккуратно. Задняя тоже почти готова. Выключатель щелкает, и вентилятор стоит на своем месте. Сетевой провод я зафиксировал стяжкой, чтобы его не вырвать. Блок питания от компании Delta. Собран достаточно добротно и качественно. Я думаю, он без труда выдаст заявленные 90 Вт. Я уже все собрал в корпус, и вы можете видеть промежуточный этап. Все компоненты прикручены и припаяны. Осталось только одеть верхнюю крышку. Я думаю, что получилось неплохо. Все стало на свои места, как было и задумано. А это уже финишная прямая. Блок питания полностью собран. И вы можете его видеть, как он получился. Как по мне, то получилось неплохо. Нептун 4 справился со своей задачей. Он напечатал очень быстро красивый корпус для моей поделки выходного дня. В конце видео, как я и обещал, оставляю фотографии платы управления Нептун 4. Если это видео вам было полезным, то я прошу вас поставить лайк и подписаться. Вам это сделать не трудно, а мне поможет продвижение канала. Спасибо, всего хорошего вам и до новых встреч!